Здравствуйте, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Доброго всем времени суток. Спасибо за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши комментарии прекрасные, поучительные, за ваши лайки, за ваши подписки. Благодарю вас. Тема сегодняшнего расклада. Что говорят о тебе твои друзья и твои враги? Для начала делаю вашу сигнификацию, девочки. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Если во время сигнификация очень похоже выходит на вашу подругу Свету, значит, есть смысл посоветовать ей посмотреть это видео. Может, она тоже узнает, что говорят они, друзья и враги. Итак, какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Ух ты, женщина, которая привлекает к себе множество внимания. Ярко солнышко, да, которая на самом деле, может быть, и не так все хорошо в жизни, но вы предпочитаете об этом никому не говорить. Так как знаете, наверное, то, что ваше окружение тут какое-то, ну, может быть, кто-то на самом деле не слишком-то и будет рад вашим каким-то победам. И, мягко говоря, не особо огорчен вашими какими-то проблемами и бедами. Может, порадуется, позлорадствует, да? Почему-то мне так сегодня показано. Так, по солнышку. Ну, харизматичная, веселая, общительная, энергетически наполненный человек. Некоторый нюанс может быть. Некоторые люди могут считывать вас эгоистичной, да? Как детский такой эгоизм. Хочу и все. Так, о чем еще? Ну, повторюсь, к вам пристальное внимание, вокруг вас, за вашими какими-то, может быть, достижениями или за вашими планами, даже какими-то, за вашими действиями, поступками. Вот наблюдают, может, выражениями вашими, там, как будто бы вы даже об этом знаете, вы привыкли, скорее всего, к этому. И именно поэтому, я же повторюсь, у кого-то может быть не очень хороший период жизни. Тут, видите, изображен ребенок, который сидит тут на лестнице в ободранных таких штанах, порванных. Я не говорю, что у вас тут прям вот настолько плохо все. Но это, в принципе, состояние показано. Как будто, как внутри, вот, вы как ребенок где-то, и тут карта солнца, и тут. Будто бы на самом деле не совсем вы, как вам сказать, не совсем вы согласны с тем течением дел вот на данный момент, с той ситуацией, которая у вас сложилась. Где-то, может быть, вы даже говорите, да не хочу я пребывать в таком состоянии. Где-то, может быть, говорите, как будто бы я вообще на это не рассчитывала. Я рассчитывала совершенно на другое. Может быть, даже планы какие-то строили. Но как будто бы то, что вы сейчас имеете, по факту, оно вас не особо радует. И надеялись вы явно на что-то другое, намного лучше. У кого-то это касается материальной стороны жизни, у кого-то это проблемы могут со здоровьем быть. Ну, тут эта карта, вот, она считается как темная полоса, да, где, может быть, состояние такое и там, и там, и там. Допустим, и в личной жизни какой-то напряг, не все не так, как хотелось бы, и с работой, вот, там, реализация ваша, тут как будто бы опять финансовая сфера. Может быть, как вот вы говорите, ты, блин, задолбала, это уже черная полоса, когда она закончится. Будто бы есть четкое понимание того, что в этом состоянии вы точно не хотите находиться. Вы хотите переход на новый уровень. Тут карта, видите, этот дирижабль поднимается в небо. Так вот, пока у вас почему-то, ну, не происходит этого перехода, вот прямо этого квантового скачка, действительно, как улучшение на данный момент не происходит. Тут после этого, ну, эта карта, она отчасти как страшный суд, мне она чем-то похожа, да. Это когда вы какие-то уроки проходите, и вас автоматически, да, переводят на более высокий уровень. А тут как будто бы вот эту вот карту можно считать, как будто бы есть что-то в тени, что-то непроработанное. Может быть, даже есть какие-то люди, с которыми, ну, назовем это гештальт, да, не закрыт. Какие-то, может, энергетические еще связи друг к другу тянут. Где-то, может, не до конца вы готовы отпустить какую-то ситуацию, каких-то людей, не проработали, для себя не решили четко, может быть, кто это был человек в вашей жизни, или вообще, что это было в моей жизни, и как дальше.
мне с этим всем опытом, багажом жить. И Луна в конце. Луна это говорит опять-таки о том, что туман, неопределенность. Может быть, знаете, не все же от нас зависит, правда? Мы стараемся брать ответственность за свою жизнь в собственные ручки. Но тут вот Луна, это мне вот в данном как-то вот так в этом раскладе показывает то, что как будто бы очень много от вас скрыто, много как будто бы еще чего-то такого, на что вы повлиять не можете. Может быть, это прям ситуационно, если можно сказать. Может, в этом моменте, может, вот сейчас так. Но я понимаю, если у вас есть такое ощущение, что вот да, что ж не пруха, и там старалась, и там старалась. Может быть, вы реально стараетесь, прикладываете усилия. Пока какого-то результата, может, раньше он был, этот результат, и вы вплоть до того, что радовались, гордились сами собой. А тут такое у меня ощущение, как будто бы девочка даже, не буду говорить, там руки опустила, но вы говорите, да сколько же можно, как вот рыба об лед, да, биться, или как, я уже не знаю, кто там, об стекло, кто там бьется, мотылек, да, назовем это красиво. Луна, если на вас характеристика Луна, тут магический, такой мистический подтекст. Женщина, которая может увлекаться эзотерикой, женщина, Луна покровитель женщин, очень вы сами по себе чувственная женщина, женственная, опять-таки сексуальность, это все сюда. Умение как-то влиять на людей, умение, на мужчин так тем более тут, да, такое оказываете влияние, если вам нужно. Такое какое-то даже, назовем это магнетизм, да. Так, даже не знаю, что еще посмотреть. Мне интересно, вот это вот что за горе горькое, тут почему ребенок сидит на каких-то ступенях в этих штанах порванных, о чем это? Проблемы мне говорят, трудности в жизни. Карта гора, кто-то говорит, да, мне. Будто бы даже для кого-то считывается как непреодолимое препятствие, то, на что ты правда повлиять не можешь. Да, мне опять дословно гора, непреодолимые препятствия, карта женщина, карта вопрошающей. У вас, наверное, у каждого свои проблемы, поэтому и расстраивайтесь. Да, и опять-таки карта такая, смотрите, подарочек. Тут подарочек изображен, а из него выскакивает такой какой-то клоун злобный, страшный. Как будто бы, опять-таки, запланировали себе одно, получили вместе с этим подарочком какой-то еще форс-мажор, да. Получили то, на что не надеялись, мягко говоря. Допустим, планировали там один род деятельности, да, чем-то заниматься, себе там распланировали, увидели в этом какие-то плюсы, бонусы, там уже, не знаю, кто-то уже там даже посчитал заработок, какой он будет, там все уже даже подумал, куда эти деньги вложат, там, и тут бабах, и вы понимаете, занимаясь этим каким-то вроде бы желанным каким-то делом, вы понимаете, что там столько еще подводных камней, течений, столько, допустим, еще нужно вкладывать туда для того, чтобы получить хоть какую-то 100-ую долю того, что вы нам напридумывали, намечтали. Или же во взаимоотношениях с кем-либо, опять-таки, могли 100% там мечтать о ком-то, строить планы, допустим, во время коммуникации, там, при ближайшем каком-то, не знаю, знакомстве с этим человеком, может быть, какие-то по черной кошке тоже тут, может, темные какие-то истории, теневая сторона, не обязательно этого человека, может, коммуницируя с ним, у вас теневая сторона, может быть, с двух сторон какие-то вот у вас такие проблемы начались. Как-то так. Тут форс-мажор, назовем это так, и это все вас не особо радует. Так, давайте смотрим, да, какой... О чем мы? Хотела еще попросить вас, девочки, кто еще не подписался на канал, пожалуйста, подпишитесь и не стесняйтесь, поставьте лайки, товарищи. Спасибо. Что говорят о вас, друзья? Что говорят о вас, враги, да? Что говорят о вас, друзья? Что говорят о вас, враги ваши? Что говорят друзья о вас? Что говорят враги о вас?
Что говорят друзья о вас, что говорят враги о вас? Что говорят друзья о вас? Что говорят враги о вас? Что говорят друзья? Что говорят враги о вас? Так, что говорят друзья о вас? Что вы жадина. Счастье. Такие карты чудные. Карта жадины, счастье, монеты, финансы. Так, на прямых. Друзья. О чем это вообще? Ой, без бутылки карваула тут не разберешься. Знаете, вообще говорят, что вы сами по себе человек, который умеет радоваться. Карта счастья, опять-таки, сама по себе очень позитивная характеристика на вас, да, и рядом с вами может быть классно, уютно, и опять-таки ты можешь даже прикоснувшись к вам, как будто бы чуть-чуть подзаряжаешься и тоже получаешь маленький кусочек этого счастья, а кто-то и не маленький, да, кусок пирога такого. Но при всем при этом говорят, что сейчас вы, может быть, правда, у вас какой-то период жизни меньше стали, может, с кем-то делиться чем-то своим сокровенным. Может быть, они не видят того какого-то, друзья, вашего оптимизма. Может быть, ну, в силу разных причин, да. Может быть, там, ну, повторюсь, у кого-то финансовые проблемы, у кого-то со здоровьем. Как будто бы вы стали сейчас меньше излучать этого счастья. Сама по себе 100% такая осталась. Очень наполненный человек, яркий, харизматичный. И правда с вами за счастье быть рядом. Но сейчас, вот как они считывают, как карта жадина. Может быть, они привыкли всегда, там, когда они там, вы созваниваетесь, да, и вы там можете сами их поддержать, может быть, там даже наполнить это энергией, там где-то, ну, как, знаете, карманный психолог. А может быть, сейчас у вас какой-то такой период, где вы сами в этом нуждаетесь во всем. И вот почему-то ваши враги говорят, что сейчас вы как закрываете, может быть, даже свои ресурсы, где-то стараетесь, может, меньше коммуницировать. Ну, карта жадины, как я по-другому это считаю? Уже не знаю, может, у кого-то даже друзья пытались у вас что-то одолжить, у кого-то одиночно это проиграется, я бы не хотела это так считывать. Ну, могут даже говорить о том, что вы там на что-то копите. Тут карта просто финансы, карта жадина. А что-то пытаетесь накопить, как-то, может быть, новое какое-то свое дело, допустим, открыть. Как будто бы увлечены этим больше. Так, при этом, почему я так говорю? Потому что вот эта тройка воды, она часто считывается как женщина, которая ныряет вот прямо в этот океан, да, прозрачной воды. С каким подтекстом тут именно в этой карте? Для начала, для построения каких-то то ли отношений, то ли даже деловых каких-то взаимоотношений. Причем тут вы хотите в дальнейшем, допустим, это делать все с открытым сердцем, с открытым, как вам сказать, открытым как ладони. Женщина, которая предпочитает и партнеров выбирать сейчас, тех, которых она уверена, для нее, те партнеры, которые для нее где-то прям как прочитанная открытая книга. Вот почему-то так, как будто бы для вас это очень важно. Может, обожглись, да? Опять-таки, вас видят женщиной и думают о вас, что вы где-то решительная, бесстрашная даже женщина, которая вот так вот ныряет в этот океан. И тут карта рядом незнакомая. То есть даже любая новая там какая-то идея, может быть, то, что даже шокирует кого-то из ваших друзей, там где-то они даже себе представить такое не могли, а вот они видят вас, что вы можете легко, по крайней мере, интересоваться этим, может быть, даже где-то пытаться какой-то бизнес новый, там уж не знаю, организовать, или у вас в планах это, или вы рассматриваете эту идею.
Как-то так. Вот тут как будто женщина, которая смело идет, шагает в это новое. Может быть, изучаете что-то новое. Такая какая-то бесстрашная. Так, о чем тут дальше? Сон, злоба, рассорка. Тут вполне возможно говорят о том, что у вас, это, знаете, карта тут сон, злоба, рассорка. Я так могу счесть, как будто бы в прошлом могли быть отношения очень с кем-то такие напряженные. Тут карта и злоба, и рассорка. Вполне возможно отношения с кем-то по той по косе не сложились, да. Но при всем при этом это как будто как сон, это как будто бы уже прошло. Где-то как в другой жизни это у вашей было. Может быть, была вот жизнь до и после. Вот тут что-то такое, как будто у вас опыт был уже тут в личной жизни такой, ну, печальный где-то. И опять-таки, характеристика на вас, говорят ваши друзья о том, что несмотря на вот этот какой-то печальный опыт, вы все равно карта надежда. После карты коса, где все разрушено, там, может быть, даже вера в любовь, во взаимоотношения, у кого-то мало будет разрушено. А вы все равно не теряете надежды. Карта женщины, которая, несмотря ни на что и вопреки всему, может быть, верит в любовь, надеется на прекрасное что-то там. Тут не просто надеяться, тут вы, если вот так вот надежда и незнакомая, вас считывают женщиной, ваши друзья, которая не просто там будет надеяться, да, а даже при там возможности какие-то шансы получить, вы смело идете и пытаетесь взять эти шансы, реализовать эти шансы. Как-то так. Так, и карта талисман, скорее всего, вас везучей считают ваши друзья, и что вы сами по себе. Тут карта счастья, тут карта талисман. Я это скажу проще. С вами очень комфортно, вашим друзьям. И они вас считывают человеком, с которым вообще легко. Если с вами, допустим, в паре, в тандеме, да, в каком-то, то все может сложиться намного легче, чем, допустим, да, если это какие-то бизнес-отношения. С вами можно и договориться, и бизнес построить, и вы легко найдете коммуникацию тут к любому, подход к человеку. Такие характеристики, как будто бы будешь с вами рядышком, будешь 100%, как будто будет все хорошо, удачу приносите. Так вот мне идет. Так, ну давайте я еще специально доложу на эту карту талисман. У кого-то у меня прям колода открытая. Карта ведьма ведающая. Может, знают ваши друзья, что вы увлекаетесь эзотерикой. И тоже могут отчасти думать, что вы знаете, как будто тайные знания какие-то у вас есть. Вы их получаете, применяете. Не буду говорить мастер, нет, тут об этом нет. Но карта талисман, как будто женщина, которая, может, и интуит хороший, да. Подпишись на канал и поставь лайк. Знает, когда сделать правильный выбор в сторону чего-либо, кого-либо. Талисман это о чем? Интересно. Маска, воительница. Ага. Ну вот смотрите, вас в принципе, я сразу прям испугалась, думала, маска. О чем это? Наоборот, такие характеристики, думаю, что они думают, что вы в маске ходите. Нет, наоборот, вас видят женщина, которая... Тут карта маска, карта воительница ваша и очищение. Женщина, которая вообще не приемлет каких-либо, знаете, хитростей, каких-то многоходовочек. Для вас это нормальное ваше состояние, когда вокруг вас люди, которые не носят маски, которым вы можете доверять. Вы сами открытый такой человек. Тут вы с мечом против вот этих масконосцев. Тут вплоть до того, что как-то вы можете даже влиять на ваше окружение. С вами, может, люди становятся более открытыми, не знаю, доверяют вам больше, может, даже какие-то секреты ваши свои доверяют. Но карта очищения. Тут вплоть до того, что рядом с вами многие считают уже ненужным носить эти маски, так как, может быть, понимают, что вы не нанесете там никакой удар, там, не будете там провоцировать на что-либо, манипулировать. Хорошая карта на вас, на самом деле. Друзья вас очень хорошо думают. Кстати, многие из них думают, что, общаясь даже с вами, они эту карту очищения, как минимум какую-то информацию для себя полезную получают, как
Тут мне даже так хочется сказать, как очищение души. Где-то даже они верят в вас, верят в то, что, может быть, у вас там получится, у вас там что-то реализовать получится, значит, где-то автоматом думают, и у меня получится, если я буду рядом с ней, я буду брать это с нее пример, и у меня все получится. У кого-то так, а у кого-то карта очищения, знаете, своим примером, там, как вы, допустим, себя ведете в каких-то ситуациях, вы опять-таки наталкиваете на мысли, там, допустим, ваших друзей, что если играть по правилам, ну, тут вы какие-то устанавливаете правила. Я не вижу человека, который будет, знаете, прогинаться под этот изменчивый мир. Не буду говорить, что однажды он прогнется под нас, как Макаревич пел. Не знаю тут насчет этого. Но почему-то они видят вас человеком, рядом с которым, если будешь, то как будто бы в твоей жизни все будет правильно идти. Вот тут как будто вот вы своим примером им показываете. Ну так, мне интересно. Но это друзья, девочки. Так, враги. Враги, недруги ваши. Так, что ваши недруги говорят о вас? Угу. На прямых. Ух ты, как интересно. 2 раза карта ключ у меня вышла. Ваши недруги, смотрите, говорят о том, что в прошлом у вас какая-то была ситуация. Эта карта называется «Вечная невеста». То есть я буду это считывать так, что в прошлом вы там, допустим, хотели реализовать что-либо. У кого-то это там брак идеальный, да, союз, хотя звучит брак, идеальный брак, да. Союз с кем-то, да, любовный, да. У кого-то там, уже не знаю, карьера там. У каждого свое. Это как будто бы вы, то, что вы мечтали, вот в полном объеме, вы это не получили. Тут как будто бы вы сделали выводы свои. У кого-то карта прям следующая ложится. Вы как будто закрылись от всех. Может быть, даже отчасти это какой-то период был в вашей жизни, где вы могли все переосмыслить. То же самое, может, поставлены какие-то цели. У вас же были там ваши какие-то там идеалы, стремления. Какой-то процесс у вас прошел, при этом вы были максимально от всех закрыты. Изолированы сознательно сами. Может быть, какой-то был болезненный для вас период, где вы точно уж не хотели никого видеть, подпускать, уж тем более каких-то врагов. Потом показано, что они думают. Они думают, что вы умничка, на самом деле, что вы учитесь. Тут карта Иерофант, духовный рост, развитие. Может быть, пошли чему-то новому обучаться. В принципе, женщинам, которые постоянный запрос на обучение, на улучшение своей жизни. Ну, тут еще и, я повторюсь еще раз, духовный рост. Тут еще о ваших моральных качествах. Они тут говорят о том, что да, как будто бы вы, правда, тут какие-то свои, у вас есть нормы, у вас есть правила, и вы стараетесь сами этим правилам, допустим, морали, да, соответствовать. Ну и хотелось бы вам, конечно, чтобы вас такие же люди окружали. Но тут мне показана тройка воздуха. Где-то отчасти, может быть, вот эти вот, скажем так, ваши правила, по которым вы живете, ну, тут немногие могут этому соответствовать. Ну, в принципе, это нормально, да. Так, тройка воздуха. Где-то ваши разбитые мечты, иллюзии, ожидания. Но тут связано с чем? Смотрите, если там карта была люди в масках, да, с вашими друзьями, и вы с мечом, тут как будто бы вы не приемлете, ну, даже в дружбе, в общении, в ближайшем, да, каком-то своем окружении, в общении с этими людьми вы не приемлете опять вот этих масконосцев, какие-то там хитрости, манипуляции, то тут идет подтверждение этому всему. Тут ваши враги говорят, что в вашей жизни какой-то вот, может быть, был период, или в принципе они вас так считывают. Для вас это было очень болезненно. Какая-то игра, и тут карта грязь, как будто вы столкнулись с какими-то грязными играми каких-то людей.
При этом вы у меня идете по иерофанту. Вы не хотели в это все как будто бы, не то что там даже быть причастной к этому всему. Или для вас это вообще неприемлемо с этими людьми, как будто бы, может быть, даже за одну руку здороваться. Там, или вы надеялись, или ожидали, допустим, если это какие-то рабочие отношения, да, или не знали о том, что эти люди могут так себя вести. А потом как будто бы вот разбитое это сердце. Вы увидели этих людей совсем в другом каком-то ракурсе, да. При этом манипуляции. Вот карта, так она и звучит. Марионетка, манипуляции, грязные манипуляции. Может быть, вами хотел кто-то проманипулировать. Как будто бы, опять-таки, если подряд это все прочесть, к вам как будто бы ключик подыскивали. Может, хотели найти ваши какие-то болевые точки. Может, какие-то даже вплоть до того, что компроматы. Для чего? Для того, чтобы вас сделать удобной, где-то вашу волю подавить, где-то заставить по своим правилам там играть. Но мне показана карта Иерофант. То есть это очень наивно с их стороны было. Вас, ну, надеяться, там, я уже не знаю, использовать даже где-то. Может, использовать и получилось, но вы выводы сделали. Вы как будто бы тут пошли своей дорогой. У кого-то вот тут карта марионетка, это кто-то хотел вас задергать за ниточки. Тут карта контроль, кто-то хотел, опять-таки, как вот, видите, зарешоченное такое небо, и тут человечек такой прыгает, да, а внутри этой руки огромной. Ну, мужская рука, ну, не факт, не в этом дело. Тут могли вами манипулировать и женщины, могли, в принципе, какая-то группа лиц даже, да, пытаться вас как-то, не знаю, сломить, пытаться вами управлять. Контроль какой-то тут над вами. Но мне показалось, что нет, вы как будто бы... Вы, в свою очередь, нашли ключик, как будто бы другой выход из этого всего. Я думаю, что вам с этими людьми вообще не по пути. И враги ваши считывают вас человеком, который будет держаться от этого всего подальше. Скорее всего, творческая натура, так как тут карта творчества. Мне так эта карта нравится. Смотрите, пронизанная солнцем какая-то беседка, очень много зелени. Девушка, тут бельчонок какой-то скачет. Не знаю, тут прям такие яркие краски. И девушка сидит, пишет картину. Короче, полнейший релакс, красота. Она, женщина, счастлива в моменте. Вот вас такой считывают женщины. Где-то чуть-чуть не от мира сего. Чуть-чуть совсем, да? Женщина, которая умеет быть счастливой, женщина, которая нашла себя где-то в этом творчестве, какую-то реализацию нашла. При этом карта ключик. К самой себе вы нашли этот ключик. Это то, что очень многие всю жизнь там люди ищут счастья и пытаются его где-то позаимствовать у других, подсмотреть одним глазиком, в чем счастлива там соседка, в чем счастлива подруга. А тут как будто вы всем своим видом, все свою даже жизнью показываете. Каждый может найти этот ключик к собственной жизни, к собственному счастью, к собственной реализации. Вот мне вас такой показывают. Вот об этом говорят ваши недоброжелатели, ваши враги. О вас говорят, о том, что вы никогда не успокоитесь. Шило где-то у вас, да, в одном месте. Постоянно чему-то обучаетесь, чего-то хотите, к чему-то стремитесь. Нашли тут ключик к собственному счастью, реализации собственной. По крайней мере, многие к этому стремятся. Все на этом. Все, мои хорошие. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Благодарю вас. До новых встреч.